Друзья, всем привет, с вами Михаил, авиаблогер из Екатеринбурга. Сегодня 29 апреля, выезжаю в Пензу для того, чтобы впервые на моем канале сделать обзор Пенза-Екатеринбург. Выезжаю в 18:24, приезжаю в 17:23, время в пути составит 24 часа 59 минут, и там еще плюс 2 часа разница в часовых поясах. Сейчас погода относительно теплая, температура около 9 градусов тепла. Выезжаю из Екатеринбург-Пассажирский и по пути постараюсь вам показать те города, которые мы будем проезжать. Друзья, приехали на ЖД вокзал Пенза-1. Сейчас идем в город быстро изучать достопримечательности, потому что уже завтра днем я вылетаю обратно в Екатеринбург. Друзья, всем привет, с вами Михаил, авиаблогер из Екатеринбурга. Сегодня 1 мая, вылетаю по новому направлению на моем канале из аэропорта Пензы в Екатеринбург. Время вылета 12:15, прилет в 16:10, время в пути 1:55, плюс 2 часа разница часовых поясов между Пензой и Екатеринбургом. Авиакомпания «Россия», Сухой Суперджет, летает только по средам. Стоимость авиабилета у меня была 5100, но она плавает в зависимости от дня недели, от недели, от месяца и от времени года. То есть весной одна цена, летом может быть другая, от 4100 до 6100 рублей. Поэтому можете подождать, пока цена еще поплавает, например, в нижнюю сторону. Сейчас погода не очень хорошая, вы видите, достаточно облачно, дождь, я вот уже подмокаю. Сюда я доехал на поезде, я уже выкладывал некоторые фотографии из города в моем канале в Телеграме, подписывайтесь и там я раньше всех выкладываю, потом в Инстаграме. Сюда ехал на поезде 25 часов. Дальше я погулял здесь в Пензе. Пенза очень таки неплохой город. Сутки тут можно вполне провести, на вторые можно выезжать куда-то дальше. Пенза где-то напоминает, тут недалеко находится Саранск, Ижевск, Тюмень, где-то даже похоже на Краснодар. В общем, что-то свое найдете. Ну, город интересный, в центре очень хорошо, жизнь такая активная. Поэтому рекомендую посетить этот город хотя бы проездом на сутки хотя бы. Сейчас до вылета остается меньше 2 часов. За мной здание аэровокзала, наверное, еще советского образца, модернизированное. Посмотрим, как выглядит аэропортовая площадь. И вроде бы я еще в интернете видел здание, проект здания нового терминала. Я в него
тоже постараюсь показать сейчас при обзоре аэропортовой площади. Не знаю, насколько он нужен и какая здесь ситуация по пассажиропотоку, но я думаю, что я найду эту информацию, вам покажу. В этом здании находится администрация аэропорта и хостел. Недалеко от здания администрации и хостела находится место для курения. Вот оно. Но сюда никто не ходит, все курят вот там, возле здания аэровокзала, что не очень эстетично и мешает другим некурящим пассажирам. Вот я не курю, поэтому мне не очень это приятно. Здесь открывается справа, ну и слева тоже, я сейчас туда подойду. Интересный вид на перрон. Здесь китайский флаг что-то делает, там Ил-76 стоит, вертолет. Но вот нашего самолета я пока не вижу. Транспортная доступность аэропорта замечательная. Здесь много общественного транспорта, и троллейбусы ходят, и автобусы, и маршрутное такси. Стоимость проезда всего 20 рублей. Территория перед аэропортом совсем маленькая, но она ухоженная, зеленая. Прямо перед зданием аэровокзала парковки нет. Вот она чуть там подальше, вы видели. Информация для пассажиров, вылетающих трансфером Пенза-Лос-Анджелес. Напоминаем, ваш рейс не существует. Посадка на рейс 15:45. Авиакомпания «Аэрофлот», вылетающий в Москву, аэропорт Шереметьево. Заканчивается посадка на рейс 15:45. Авиакомпания «Аэрофлот». Закончена регистрация на рейс 6789. Авиакомпания «Россия», вылетающий в Екатеринбург. От имени нашего экипажа авиакомпании «Россия» я приветствую вас на борту самолета «Сухой Суперджет», выполняющего полет по маршруту Пенза-Екатеринбург. Время в пути составит 1 час 30 минут. Благодарю за внимание, желаю приятного полета. Good afternoon, ladies and gentlemen, this is your captain speaking. My name is Nikolai Zufalov, co-pilot's name Yegor Yegorov. On behalf of Russia Airlines and our crew, we welcome you on board of Sukhoi Superjet 100 economy flight from Penza to Екатеринбурg. Estimated route time is 1 hour and 30 minutes. Thank you, have a nice flight. Загрузка рейса 2/3, не больше, много свободных мест. Командир сказал, что летим 1,5 часа. Не знаю, какая будет погода.
Здесь дождливо в Пензе. Сейчас вылетаем. Застегнуть ремень безопасности. Рекомендуем оставлять ремень безопасности застегнутым и доступным для визуального контроля, когда вы находитесь в кресле, чтобы мы не беспокоили вас при включении табло «Застегнуть ремни». На время взлета мы выключаем основное освещение. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, in preparation for takeoff, please turn all electronic devices to the flight mode or switch them off. Ladies and gentlemen, the aircraft is ready for takeoff. We wish you a pleasant flight. Поэтому я заказал еще один чай, но мне принесли и овсяное печенье, и даже 2 лимона положили в чай, в двойной стаканчик.
это сервис, друзья. Погода облачная, ветреная, температура воздуха 8 градусов по Цельсию. Прошу приготовиться к посадке, благодарю за внимание. Ladies and gentlemen, we've just started descent in approximately 20 minutes. We will land at airport Екатеринбург, Кольцово. The weather is cloudy and windy, temperature plus 8 degrees Celsius. Please prepare for that. Thank you. Убедиться, что электронное устройство переведено в авиарежим или выключен. Привести спинку кресла в вертикальное положение. Убрать откидной столик, опустить подлокотники, застегнуть ремень безопасности. На время посадки выключаем основное освещение. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, we have to stop our service to prepare for landing. Please, return to your seat. Ensure that all electronic devices are turned to flight mode
гласит: пожалуйста, будьте осторожны, открывая багажную полку. Разница во времени между Пензой и Екатеринбургом плюс 2 часа. Дамы и господа, наш экипаж благодарит вас за полет авиакомпании «Россия». Будем рады новой встрече с вами. До свидания. Ladies and gentlemen, welcome to Екатеринбург Кольцово Airport. May pass the Russian terminal by 15 minutes. The local time is 15:51 p.m. The time difference between Penza and Екатеринбург is plus 2 hours. The temperature is plus 83 Celsius. The rest of the time of the passing to the silent of TV on right and the daytime with the opening the all cabins. Yes, also the reception of Valley Airlines will close the CUE. Goodbye. Дамы и господа, говорит командир корабля. Наш полет завершен. От имени всего экипажа благодарю за выбор авиакомпании «Россия». Желаю вам хорошего дня. До свидания. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We arrived at our destination. On behalf of our crew, thank you for choosing Russia Airlines. Have a nice day. Убедитесь, что вы взяли с собой свои вещи, документы и мобильные телефоны. Проверьте карманы кресел перед вами и багажные полки. Пожалуйста, будьте осторожны при выходе из самолета. Если вы путешествуете с ребенком, держите ребенка за руку, всего доброго, до свидания. Ladies and gentlemen, please be careful with the day after the traveling with the child will be child's hand. We wish you all the best. Goodbye. Друзья, зрители прилетели в Екатеринбург, аэропорт Кольцово, минут на 20 раньше расписания. Коротко о съемках. Сейчас не самое лучшее время для съемок. Когда это лучшее время наступит, мы все с вами поймем. Поэтому оценки я не буду ставить аэропорту Пензы и авиакомпании «Россия».
вы помните, обычно в авиакомпаниях я снимаю работу бортпроводников по мере возможности. Аэропорту Кольцово я поставлю 5, как обычно, моему домашнему аэропорту, очень клиентоориентированный, открытый аэропорт. Аэропорт Пензы нуждается, конечно, в расширении. Будем надеяться, что там появится новый терминал. Авиакомпания «Россия» вообще превзошла мои ожидания. Я даже не думал, что будут кормить на этом направлении. Но покормили, напоили. Даже послал бортпроводника за второй емкостью, так скажем. Он еще и закуску принес. Вообще молодец. Обслуживание просто вот такое вот с плюсом 5, с плюсом точно ставлю за обслуживание. Сейчас погода в Екатеринбурге плюс 8 градусов. Авиакомпания «Россия» летает, еще раз напомню, по средам только. Загрузка была где-то 2/3, не больше. Если необходимость летать на этом направлении, не знаю. Рейс, наверное, не очень прибыльный оказался, ну, по крайней мере, этот. А сейчас вообще цены на билеты, вы заметили, очень подорожали в этом году в 1,5-2 раза, поэтому не очень есть много возможностей летать, но по мере возможности буду изыскивать такие возможности. Ну, вот так получилось. Всем спасибо, что посмотрели. Хорошей погоды, с первомайскими праздниками и всем пока.